Бега, видеоблогер. Привет, с вами Бега. Белый, как снега на вершинах Алтайских гор. Синий, как волна Амура близ китайской границы. Красный, как налиты рязанские яблочки. За мной российский флаг, а передо мной непаханное поле российских новостей. Бега, видеоблогер. А вы знаете, чем отличается новый выпуск Бега видеоблогера от Юлии Тимошенко? Мой выпуск выйдет через неделю, а она через 336. Украинский суд приговорил Юлию Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение уполномочий. Мы все прекрасно помним американский фильм «Побег из Шоушенка». Так вот, в ответ на эту картину одесская киностудия готовится снять новый фильм «Побег с Тимошенко». В этом фильме она тоже роет тоннель, но не чтобы провести тюремщиков, а чтобы провести газ. По ночам в кошмарах к ней приходит старуха с косой. А конец фильма, как в Рапунцель. За 7 лет она отрастила себе очень-очень-очень длинную бороду, но сбежала благодаря косе. Интересно, как выглядел следственный эксперимент? Как все это было? Я стояла здесь, а до кого стояли здесь. Я взяла ручку. Какую взяла ручку? Да. И начала нести подпись. А сколько твоей подписи нанесли? Ну, я не помню, я просто была в шоке. Ну, наверное, 20-30. Увидимся в суде. Почему по украинскому российскому уголовному делу ответила только одна сторона? Интересно, что бы сказал по этому поводу Владимир Владимирович Мальковский, если был бы жив? Бега, видеоблогер. Наша сборная впервые за долгое время без Божьей Хорватии или скорой помощи самостоятельно попала на Евро. Хотя в 90-х это предложение звучало бы по-другому. Что с Россией? Она на Евро попала. Население нашей стране 1750 раз больше населения Андорры, а голов забили всего 6 раз больше. Почему так плохо играют? Так наши не смогли скрыть этот ящик Андорры. После матча в Твиттер-ленте можно было прочитать радостный твиттер болельщиков. А к чему так радоваться? Я же не пишу, как мой 11-классный брат выиграл армрестлинг сестру. Это нормально, мы должны были выиграть. И выиграть. Не волнуйся, она еще маленькая, я с тобой, брат. Еще меня порадовали армяне на матче с ирландцами. На родине Оскара Уальда, Мадина Макдонаха и Святого Патрика игроки с родинника Ника, Арарата, гель для волос уступили 2-1. У армян было сильное желание победить, но желание проиграть победило желание победить. Чудеса русского языка. Бега, видеоблогер. Сергей Зверь сломал руку. Кому? Месть себе. Не по всяким там мужским причинам. Не строя дом, не рожая сына, не сажая дерево. По-мужски, по-саратовски, на вероломные плитки, которые предательски подказнула дизайнер и парикмахера, накаркал. Звезда в шоке, звезда в шоке. Вот он оказался в шоковом состоянии травматологии. А соседи, глядя на падающую звезду, успели загадать желание. И оно сбылось через 1 секунду. Гипс сняли на следующий день, потому что Сергей не может ходить в одном и том же так долго. Кто мог пролить воду на кухне Сергея Зверева? Сперва попало под подозрение Крикоров, который уже не раз бил женщин. Не, Крикоров это не мог. Потому что мы в этот день вставлены с тёлками. Мы их били, сказал Валера Меладзе. Потом Галкин, который легко мог спародировать воду, что вполне возможно, учитывая, что 80% он из нее и состоит. У обоих была причина ревность. В общем, когда-то был Сергей у Аллы Борисовны не разли вода, а теперь все не так. Все равно желаем Сергею скорейшего выздоровления. В общем, Серега, без тебя завод стоять, металлургия не плавится, Байконур в космос ракету не отправляется. В общем, как говорится в армии, здравия желаю. Ты сам помнишь. Бега, видеоблогер. Подписывайся на Лимон Channel. На следующей неделе ждите новый выпуск Бега видеоблога. И будьте счастливы. С вами был Бега. Пока!